Давайте называть вещи своими именами. Российское государство запустило новую кампанию кровавого наебалова. То, что 3,5 года назад рассказывали всей стране, вы ничего, мол, не подумайте, уважаемые мобилизованные, вы в худшем случае будете шлагбаум у склада соляры сторожить, теперь таргетированно рассказывают российским студентам. Государство рассылает по вузам военкомов и говорит: дорогие студенты, вот вам бесплатные 5 миллионов рублей. Мы вам предлагаем служить в особых таких беспилотных войсках, где нужно всего лишь орудовать пультиком, практически в онлайн-игры играть. Никаких окопов, никаких мясных штурмов, никакой грязи, крови и никаких оторванных конечностей. Просто зорница в красивом камуфляже. Ровно то же самое, что говорили мобилизованным, что написано на билбордах, рекламирующих контракт, теперь ориентировано четко на учащуюся молодежь. Уже на том моменте, когда государство предлагает просто так взять много денег, даже безо всякого прочего контекста, значимое большинство наших граждан понимает, что государство пытается их обмануть. Когда же денег, как в данном случае, предлагается очень много, понятно, что за живых людей столько не платят. Тут государство хочет вас купить и убить. Так вот, поговорим сегодня об этом всем еще раз. Сначала только напомню. В описании способы, как обходить блокировки, спонсор MaxSwap, криптокарты, как обычные деньги. В наше время адаптация, прошедшая через поколения, главный фактор выживания. 20 век научил нас ни в чем с государством не спорить и ни слова ему не верить. Людей доверчивых и активно лояльных история давно выбила, они не оставили потомства. Это может быть сколь угодно плохо для будущего государственного строительства, но в моменте это ровно то, что нужно. Ни слову государственному не верить, особенно когда оно навязывается с деньгами и обещаниями. Все, что мы пока наблюдаем, моментальные сливы собраний и проработок, истерика директора Новосибирского колледжа транспортных технологий Кирсановой, говорит нам о том, что студенты в массе своей все правильно понимают. Расшифровку тирады директора Кирсановой можно было бы вместо сценария просто зачитывать. Это речь просто все отношение общества с государством в России, как оно есть. Мы ее позавчера разбирали, но все равно. Ребята, ну Родина требует, надо! Вы что, все трусы, что ли? Здесь сидите, боитесь? Надо же, как же вы за жизнь свою, значит, дорожите ей. Вот в этом одном пассаже рядовая чиновница признает, что желающих пойти повоевать не нашлось вовсе. В учебном заведении, где, по словам самой чиновницы, 400 18-летних молодых людей, оказывается, что не какие-то отдельные отщепенцы боятся, а не хочет идти вообще никто. Ноль. Никто государству не верит, даже за очень большие деньги. Даже за обещание немедленно, не дожидаясь лета, досрочно выдать диплом. Я была, говорит, уверена, что даже проблем не будет. Сказала, мои, мол, дети первыми пойдут отечество защищать, говорит директриса. Ну, то есть эта Кирсанова мало того, что объявила посторонних детей своими, так еще и успела кому-то обещать отправить их на убой. Но хрен там плавал. Тут мы услышали воплощенное государство, которое уже все решило. Уже расписало все планы. Кто, куда и когда должен прямо завтра пойти помирать. И тут же мы видим реакцию нашего общества. И подростки, и их родители, судя по всему, солидарны. Идите нахрен с вашей войной и вашими деньгами. 5 миллионов никто просто так не платит, дипломы просто так не раздает. Такие условия предлагают только за трупы. А трупы наши не получите. 400 юношей — это не 400 одинаковых юнитов в игре. Это очень разные люди, с разными взглядами, с разными семьями, в разной финансовой ситуации. И если директор вынужден истерить из-за того, что никто не пришел ни за деньгами, ни за дипломом, это очень показательный срез реальных настроений, реального отношения к войне и к государству. Государство, вроде как открывшее для себя новый, доселе неосвоенный резервуар потенциальных наемников, столкнулось с простой истиной, до которой можно было додуматься и без полевых экспериментов. Если человек не доведен до полного отчаяния, то он не клиент вербовщиков. Скотские условия российской тюрьмы или неподъемные долги могут побудить человека подписать контракт. Долгие годы алкогольной или наркотической зависимости могут просверлить достаточно дыр в мозгах, чтобы жертва соблазнилась миллионными перспективами. Разного рода несчастные, деклассированные, исключенные из общества люди – легкая добыча для любых злодеев.
мошенников, работорговцев, черных риэлторов, Министерство обороны. Но студент по определению планирует свою жизнь на срок больше, чем до утреннего опохмела. Студент не махнул на себя рукой. Он собирается стать машинистом локомотива, как в случае с Новосибирским колледжем, или токарем-фрезеровщиком, или юристом, врачом, инженером, неважно кем. Важно, что он хочет кем-то стать. У него есть будущее, и он это прекрасно осознает. А это в нынешних условиях в России продлевает среднюю ожидаемую продолжительность жизни, как ничто другое. Само государство, конечно, считает, что наебет оно кого угодно. И уж тем более молодежь, к которой пожилое начальство относится с плохо скрываемым презрением. Расскажешь ей, мол, что воевать это почти как играть в Доту 2. Накидаешь побольше типа молодежного сленга из журнала «Молоток» 2003 года выпуска. Пообещаешь зачет автоматом и диплом. Так пустоголовые сопляки и побегут, роняя тапки, на твою войну. Но на практике этим отставным чекистам-пиздоболам не то что до великих комбинаторов, им до мелкого криптожулика, как до Китая пешком. Они могут эффективно наебывать только тех, кто из их же когорты. Сам Путин человек без будущего. Он либо остаток жизни проведет в тюрьме, либо удержит кресло до естественного конца, либо ему помогут этот конец приблизить. Ему не светит спокойная пенсия в окружении детей и внуков. Не светят никакие путешествия, приключения, впечатления. Кресло в Кремле, могила и тюрьма. 3 места, где он может оказаться. Вот таких, как он сам, Путин и его государство могут обмануть. Тех, у кого жизнь так и так закончилась. У кого выбор как раз такой, что Путин уже предлагал. Либо от пули, либо от водки. Словом, мы в очередной раз убеждаемся, что российское общество в добром ментальном здравии и все прекрасно понимает. Что молодежь, которую уже успели поклевать мозги разговорами о важном, не испытывает никаких иллюзий. Но это не снимает с нас обязанности в очередной раз проговаривать то, что кажется сколь угодно очевидным. Российская армия, как до того советская, худшее место, куда вы можете попасть, даже если никакой войны нет. Не просто так поколениями складывалась массовая культура уклонения от службы. Институт, как заведение, которое дает в первую очередь не знания, не диплом, а отсрочку от армии, возник в таком функционале не в 90-е годы из-за Чечни и не в 80-е по случаю Афгана. Так заведено как минимум с 60-х. Те, кто любой ценой пробивался в вуз с военной кафедрой, уже правнуков растят. Родили мальчика? Сразу собирайте справки. Нет здоровых людей, есть недообследованные. Это правило родилось не вчера. Неважно, что ребенок ваш в 15 лет подковы в узел завязывает. Медицинская карта у него должна быть толще его собственного кулака, никак иначе. Вырастить документального инвалида в нашей стране не менее важно, чем физически здорового мужчину. И это тоже не вчера началось. Косить от армии – наша социальная норма, вокруг которой сложилась и практика, и традиция, и коммерческая индустрия. Потому что все знают о скотских условиях, подрывающих здоровье даже молодых и крепких людей. О тотальном бесправии. О системном насилии. Все в курсе, что из армии и безо всякой войны можно вернуться с поехавшей крышей, и инвалидом, и в гробу. И никто за это отвечать не будет. Никто никаких концов не найдет. Об этом надо помнить. Даже без войны российская армия не просто территория за забором, а другой мир, который живет по своим правилам. Мы с вами выросли в мире, где каждую минуту, начиная с первой, за нас кто-то отвечает. Наша жизнь стоит дорого, а для кого-то может стоить свободы. Есть люди, которые очень не хотят, чтобы мы отравились котлетой в детском саду, упали в люк на улице или пострадали на аттракционе в парке развлечений, или разбились в самолете. Всякое может быть, но инцидент ответственным лицам с рук не сойдет. Поэтому они очень не хотят, чтобы с нами что-то случилось. В обычной жизни плюс-минус в любой ситуации найдется какое-то правило, на которое можно сослаться. Бумажка, которую можно показать. Инстанция, куда можно пожаловаться. Но в армии такого не было никогда, а сейчас тем более. Когда дурака, который соблазнился службой в беспилотных войсках, комполка отправит в штурмовую роту, никто командира за это не накажет. Да ему даже никто выговор никакой не сделает. Ругаться никто с ним не будет. Нет там в разбитых домах, во вспаханных снарядами полях, в холодных блиндажах никакой прокуратуры, полиции, трудовой инспекции и Роспотребнадзора. Там абсолютно всем насрать, кто и что тебе на гражданке обещал, какая специальность указана в твоем военном билете. Бумажки с печатями, надзорные органы, правила, ответственность.
Все осталось там, где тебе хватило глупости контракт подписать или на срочную службу попасть. А дальше ты подпишешь уже все на свете. Или за тебя подпишут, не все ли равно. Будешь права качать, рассказывать майору, что ты не такой и вообще в дарноводы шел. Так у офицеров в наличии бесконечная фантазия для самых изощренных пыток, которые не без удовольствия пустят в дело, чтобы мучительная твоя смерть стала воспитательным моментом для остальных. Будет в 100-тысячном списке пропавших без вести, плюс еще один, который болтался на дереве, пока не замерз насмерть. Спустя полгода судья признает весь состав большого списка погибшими. Без поисков, без заседаний, с разбирательством по сугубо формальному основанию. Вот эти безвестно отсутствуют 6 месяцев. А потом родители могут годами ходить по всем доступным инстанциям. Нашего, мол, сына-срочника принудили подписать контракт силой. Наш сын студент, шел в дарноводы, а его кинули в штурм. Для этого майора ты уже не в первой сотне кого он угробил. Ему не то что выговор, ему замечания-то никто не сделает. И овраг, в который тебя выбросили, после того, как ты на дереве замерз, никто никогда не найдет. Разве что лесорубы лет через 70. Может быть, по ДНК тогда опознают. Вот главное, что нужно знать про армию и войну. Попадая туда, вы перестаете быть человеком и становитесь статистической единицей. Столько-то прибыло, столько-то убыло. Почему убыло? Всем насрать. Клерк в штабе напишет обоснование от балды. Позицию дарноводов накрыли артой. В штурм отправили. На подвале запытали. На дереве замерз. Клерк этого не знает и знать не хочет. Именно поэтому государство так мягко стелет, так рассыпается в щедрых перспективах, убеждая человека подписать контракт. Потому что с момента подписания никакие обещания не будут иметь значения. Можно давать любые клятвы и гарантии, хоть службу в генштабе. 1272 номер в списке безвестно отсутствующих уже не пожалуется, что его когда-то там обманули. Путин собирается воевать до тех пор, пока держится за кресло. Он будет искать людей для переработки в трупы везде и любой ценой. Изображать переговоры с Трампом, платить бабки, вешать студентам лапшу о безопасной игре в дарновода. Мы увидим еще много креатива, много больших и малых представлений, чтобы внушить всем, будто война вот-вот закончится. И надо успеть забрать шальные деньги. Помните, такое было? Год назад было, на минуточку. Трампа тогда на плакатах рисовали. Мол, успей подписать контракт, скоро мир. Увидим мы и какие-то новые социальные группы, на которые нацелятся в поисках наемников. Какую-то новую мотивацию могут выдумать. Зэкам свободу, студентам диплом. Для новых выдумают еще что-то. Вранье это не очень изобретательное. Всем обещают срочные контракты на год или типа того, хотя они бессрочные. Обещают службу под Псковом, хотя будет она под Покровском. Зато вранье это очень наглое. Государство, которое хочет убивать людей через чиновников, которым на жизнь этих людей плевать, системно занимается изобретением все новых наебок. Очень хорошо, что работает это дело в ограниченных масштабах. Хорошо, что граждане наши в массе своей ценность своей жизни и цену своему государству прекрасно знают. Но знание это нужно поддерживать. Война рутинизируется. Кому-то начинает казаться не такой уж страшной. А она страшная. И чем дальше, тем страшнее. Каждый раз, когда государство придумывает какую-то новую схему обмана, новую замануху в мясорубку, нам нужно снова повторять ключевое. Никаких шашней с путинским режимом крутить нельзя. Нельзя играть ни в какие игры. Проиграйте жизнь. Избегать армии любой ценой можно и нужно. Без разницы, в каких формах. Не только контракт, срочную службу тоже. Неважно, каким образом вы попадете в руки российского Минобороны. На этом ваша жизнь закончится. И начнется очень недолгое существование на бессмысленной войне, на которую никто никакую родину не защищает. Государство не дремлет. Оно не забыло о вас и ваших детях. И вам ни в коем разе не нужно расслабляться. Путину нужна война. На войне у него быстро заканчиваются люди, и ему нужны новые. Нужно добраться до каждого. Сделайте все от себя зависящее, чтобы вы и ваши близкие не стали теми, до кого он таки доберется. Не надо думать, что мы сейчас тему со студентами подсветили, где-то повозмущались, где-то поругались, кого-то предупредили, и на этом все растворится. Наше государство так не работает. Да, приводить мужиков в погонах в актовые залы вузов и колледжей, слишком уж откровенный развод, слишком уж тупо.
Но если они решили студентов забирать на фронт, если уж KPI таки спущен, то никто эту идею из-за мудацкого исполнения не отбросит. Будут заходить иначе, будут что-то выдумывать. Чиновникам надо отчитаться по поголовью, и они будут отчитываться любой ценой. Нужно за этим внимательно следить. Нужно смотреть, что там новое они пытаются выдумать, переходит ли от уговоров к принуждению. Поэтому мы будем очень благодарны зрителям, которые поделятся с нами новыми свидетельствами такого рода заходов, чтобы мы смогли предупредить всех остальных. В комментариях тут, только осторожно, чтобы не выдать себя, или сообщением в Телеграме, который мы специально для этого сделали и оставили в описании. Нам интересно, что говорят рекрутеры, как именно они пытаются обмануть, что предлагают, как и чем пугают. Интересны как рассказы очевидцев, так и записи событий. Было за эту войну уже много подлых историй. Обман молодежи, когда им официальное лицо на голубом глазу рассказывает, что контракт на год, когда контракт бессрочный, что рисков мало, хотя они огромные, это среди всех хитростей, подлостей и мерзостей даже не в топе списка будет. Где-то посередине. Но все же за этой историей очень важно следить, важно говорить о ней. И помните, когда директор колледжа орет в бешенстве, что у него из 400 парней рекрутировалось 0, это правильная, нормальная и здоровая ситуация. Это значит, что в этом колледже люди не хотят погибать на никому не нужной агрессивной войне, не хотят убивать других. Именно так и поступают люди, которые любят свою страну. Чиновники рассказывают, что патриотизм состоит в том, чтобы умереть, захватывая украинскую лесопосадку, называя это почему-то защитой Родины. Но настоящий патриотизм состоит в том, чтобы сказать такому чиновнику «нет» и не пойти убивать и умирать. И пусть не громко, потому что громко сейчас опасно и в целом бессмысленно. Пусть тихо и про себя. Кивнув молча и вежливо сказав «спасибо за информацию, почитаю», но все же послать нахер это чекистское государство вместе с его безумной войной. До завтра.